Так, настало время этой машинки. Всем привет, моим немногочисленным подписчикам. Будем сегодня ставить вот этот квадрат, профиль 80×80, обычный шовный, за место этого порога. Он у нас тут такой почти целый, конечно, можно было зашпаклевать. Но ладненько. В принципе, линию обозначения, которую я буду обрезать сейчас, я уже начертил. Так вот слабенько видно, ну мне достаточно. И все, главное, чтобы наш профиль, получается, не вылазил за низ крыла. И все, начинаем работать. Забываем про такие вещи, как перчатки и очки. Очень важно. Пользуюсь в основном вот такими дисками 1,2, и их просто на дольше хватает. Как-то резко испортилась погода. Сейчас быстренько все запрячем, потому что начинается дождик, вернее уже капает. Так, ну в принципе вот мы порог этот срезали. Ну, если это можно назвать порогом. Погодка наладится, будем примерять. Внутреннюю часть я еще не трогал, пока она мне не мешает, я ее уберу снутри. Ну да, я уберу снутри довольно-таки. Этот бортик я пока не трогал по той причине, чтобы машина не разъехалась. Он мне как бы не будет мешать, чтобы установить профиль. Когда профиль обварится, тогда я его тоже срежу. Но пока что немножко переждем погоду. Погодка наладилась. В принципе, успел еще немножко подрезать тут, подровнять кое-что. Сейчас, в принципе, можно прикладывать с помощью домкрата, прижать и посмотреть все, что мешает, все, что нужно отрезать. Ну, в принципе, чтобы увидеть общую картину и правильно расположить все размеры. Итак, домкратом мы подтянули, посмотрели, чтобы у нас, в принципе, было тут обрежем, ну, чтобы линии были определенные.
нас тоже выходит все. И надо сделать, скажем так, прихватки. Вот. После чего мы, наверное, вырежем окна. Или, наверное, сразу же мы, наверное, вырежем окна сюда, чтобы поваривать все внутренние элементы. И аналогично тут. Да, тут, в принципе, металл все равно под замену. После, когда уже все обварим, срежем вот эту часть и немножко переделаем. Вот такая вот картина у нас открывается. Печальная картина. Это просто капец. И что интересно, уже это наблюдаю с той стороны, когда резал, то же самое. Вот этот пенопласт, в смысле поролон. Что он тут делает? Какая роль? Мышам хорошо тут или что? Это целая куча. Заводское исполнение или нет? Ну тут явно мыши жили. И довольно, хоть бы на руку сейчас никогда не высыпалась. Ой, блин. Капец. Рукой туда страшно лезть. А потом у нас гниет. А гниет почему? Этот поролон влаги напитался. И все, и у тебя постоянно все в сырости. Да уж. Чего тут нету? Хоть денег нету. Сейчас поставлю назад и посмотрю, что мне мешает, где не прижимается, где надо подрезать остальное. И надо, наверное, довырезать это все уже. Гниль вырезать, выкинуть. Наверное, этим и займемся дальше. Ну что, вот повырезали. Следующим этапом сейчас обратно поддомкратим и уже подберем все штрихи и будем выставлять его точно как нам нужно и делать прихватки. Для зачистки использую вот такие лепестки. Самая классная штука вообще. Мне очень нравится. Тут, в принципе, все готово. Сейчас останется позачищать и будем прихвачивать. Немного почистил, чтобы можно было поставить прихватки, повырезать кусочки и все позашивать. Тут получается резать, это кто-то уже ремонтировал на порог, когда делали таким образом. Ну не страшно, мы пока прихватки сделаем, а потом, в принципе, это вырежем. Потому что, ну, в принципе, передняя часть машины должна хорошо стоять. А может быть, даже поставим, как-нибудь усилим. Большой латкой, это нормально, наложим. Короче, покажет время. Тут, в принципе, пока что разрезал. Выстукается, завернется, зачистится, чтобы больше обхват обвара был. Дальше. Да дальше, а потом, в принципе, окошечко закроем, какую-то дырочку сделаем, чтобы
То же самое мовильки дунуть. Тщательная работа тут идеальная. Она не нужна. Машина это будет использоваться только для работы, именно чтобы нагрузить и не бояться, что она переломается. Нагрузить, привезти. В принципе, уже со старых видео я показывал. Дно я тут усиливал. В принципе, тоже все идет с профилей. Ну, работы еще очень и очень и очень много. Ну, в конце концов, чтобы мы не делали, с каждым разом все меньше остается. А в конце просто задуется все. Так, прихватки. Прихватки я поставил, в принципе. Прихвачивал. Тут это будет в таком плане. Зачиститься, обвариться еще все. Чтобы как можно больше площадь была захвачена. Эта дырочка, как я говорил, закроется. Тут я это вырежу. И вставлю сюда нормальный металл, наверное, двоечку. Потом, ну так же само, вставки везде, где соприкосновение, я добавлю на двоечку. И тут, естественно, в принципе, все просто. Единственное, главное вот этим моментом, так как это крепление рессоры получается, его надо очень плотно, хорошо прикрепить. Тут, наверное, придется обваривать изнутри, залазить под машину, оттуда по-другому доступа не будет. Ну, как бы так. Не хочу видео растягивать надолго. Уже засниму готовый результат. Может быть, в этой серии или в следующей. Поэтому подписывайтесь. Не забывайте. Тут просмотры идут, а подписка не очень. Все, пока. Так, сделал таких вот кучу разных штучек. Это, допустим, сюда. Вот она там станет все четенько, обварится. Вот этой штучки сюда обварится. Ну и потом уже этим металлом обварим там. Но это, я так понял, для вентиляции будет. Оно было из завода, не заваривалось. Ну пусть.